Всем привет! Мы продолжаем проходить Silent Hill Downpour. В предыдущей серии неизвестным образом исчезло у меня из инвентаря фонарь исчез и пистолет. Как они пропали, я не знаю. Видимо, потому что я упал с моста и долго там по нему карабкался. В общем, этих вещей у меня больше нету. Продолжаем проходить дальше. Что делать? Вместо фонаря есть зажигалка. Не густо, конечно, но лучше, чем ничего. Так, пошли. Иди сюда, ближе. Добивать надо, добивать, а то встанет. Давай еще. Еще. На всякий случай. А, ну все, она уже объектом не является. Ладно, пошли дальше. Что у нас имеется тут? Вагонетка, да, которую надо толкать. Ладно, сейчас сделаем. Толкать. Этого достаточно? Ладно, пошли дальше. Ух, это было опасно. Кто смеется? Так. Крушение поезда в ущелье дьявола привели к гибели 8 детей. Так, поближе как-то можно? О. Правоохранительные органы Салент-Хилла назвали беспрецедентной трагедию, унесшую прошлой ночью жизни 8 детей, когда туристический поезд, в котором они ехали, сошел с рельсов в шахтах ущелья дьявола. Свидетель утверждает, что Джон П. Сейтер, оператор поезда на момент аварии, явно был в состоянии алкогольного опьянения, и подобная халатность с его стороны, вероятно, и привела к крушению поезда. Машинист был пьян, сказал Филипп Ментон, турист из Чикаго. Он был агрессивно настроен ко всем, даже к детям. Он ни за что не должен был садиться за управление. Мы только что приступили к расследованию этого ужасного происшествия. Еще слишком рано выдвигать какие-то предположения, сказал репортеру сегодня утром детектив Эдвард Роджерс. Будьте уверены, мы используем все доступные ресурсы полиции и персонала, чтобы раскрыть это дело. Управление по туризму Салент-Хилла на неопределенный срок прекратило свою деятельность в ущелье дьявола и опубликовало следующее заявление. Мы опечалены ужасной аварией с участием туристического поезда на наших объектах и выражаем готовность в полном объеме сотрудничать с представителями правоохранительных органов во всех аспектах расследования. Джей.Пи. Сейтер. Это тип, которого... Чего? Пропали субтитры, ну ладно. Ой, там кто-то большой. Но есть аптечка, это хорошо. Это не очень хочется туда заходить. О, это какой-то новый, твою мать. Так, где он? Ага, ударил и убежал. Где мне его ловить-то теперь? Эй. Он 2 удара делает или 3? Или 1? Что-то я не пойму. 1, 2. А тут я не дотягиваюсь. Так, ну мы с ним тут надолго, кажется. Да, пистолет бы мне сейчас не повредил. Может, сразу с удара начинать? Да, он тогда окно делает. Ай, это было больно. Ты повернись-то к нему. Так, я, пожалуй, полечусь. Давай, я готов.
Блин, неудобные мобы, конечно. Пока он висит на потолке, с ним ничего не сделаешь. Может в него мотыгу кинуть? Кирку точнее. Вон он там висит, я его вижу. Но мне-то туда не зайти. Вот он ко мне идет. Давай. Главное, чтобы не сзади. Ну давай, ты. Его, думаю, надо убить все-таки, потому что потом он будет явно мне мешать. Он же за мной пойдет. Хотя не факт, конечно. А куда он исчез? Он просто исчез. А нет, вот он. Ну, давай, 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 давай. Ты же хотел. Блин, если я в него мотыгой запущу, она просто не долетит уже. Единственное... да. Это самое глупое было расход мотыги в мире, наверное. Но у меня есть еще одна. Именно поэтому я кидался. Так, ну давай, по ступенькам. Да. Ему высота теперь не позволяет на потолок запрыгнуть. Он сам себя в ловушку загнал. А нет, все нормально, он запрыгивает. Да, такой себе моб. А куда идти, кстати? Вон, на крышу можно. Так, давай, разобьем. Не хочет он нападать никак. Ну и ладно. Такой убогой боевкой драться-то не особо хочется. Может быть, мы с ним наверху подеремся, я не знаю. Он получил несколько ударов, я потратил аптечку. Я думаю, честный размен. Все, да, он больше не нападает. Но ему сюда и не пройти. Так, я ничего не вижу. Ладно, просто пошли вперед. И все, тупо на лифт. Без приключений. Ладно. Клик. Что-то мы с подгрузками очень долго едем. Я так далеко не опускался, по-моему. Ой, здрасте. Старый знакомый, по-моему. Я его видел. Тейтер. А, это ты. JP, что ты делаешь? Да так, любуюсь видом. Ну да, рассказывай. Знаешь, говорят, что если сюда поставить Empire State Building, то она не достанет и до половины высоты этого места. Не слишком безопасное место для любования видами. Знаешь, все, что обо мне вокруг болтает, это неправда. Газеты и телевизор, люди в городе. Мои адвокаты сказали, что все это только косвенные улики и чепуха. Именно я этим и всем постоянно твержу. Да, я уже читал об этом. Все эти таблоиды просто кучка странных врунов. Успокойся, мы просто разговариваем. Это был несчастный случай. Я никому не желал зла. Я никого не убивал. Убийство — это смертный грех. За него попадаешь в ад, так ведь, Мерфи? Тебя ведь учила мама, что плохо, а что хорошо. Родители тех детей вряд ли с тобой согласны. В газетах упоминается о халатности. Это был несчастный случай, тебе уже не отвертеться, этому были свидетели. А как насчет тебя, Мерфи? Кто-нибудь знает о твоих грязных секретах? Я никогда не делал зла тому, кого этого не заслуживал. Никогда не причинял зла детям.
Я бы просто мог с этим жить. Эх, ты называешь это жизнью? Ты хоть можешь представить, Мерфи, каково это? Жить всю жизнь в чьей-то лжи? Можешь? Эх, только послушай, мы говорим так, будто кому-то до нас есть дело. Но когда на самом деле только мы можем решить, стоит ли нам жить с тем, что мы сотворили. Успокоить, да? Успокоить его? Постой, о чем ты? Подожди секунду. Еще увидимся, Мерфи. Чего же они все падают, когда я им помогаю? Попрыгунчики какие-то. Это у нас был водитель автобуса, который аварию допустил, был в алкогольном опьянении, дети из-за него погибли. Он решил спрыгнуть. Но не факт, что он умер. Я не могу поверить, что он прыгнул. Ну, прыгнул и прыгнул, что ж теперь. Конечно, ничего хорошего, но он сам этого решил. Я ему хотел помочь. Так, там электричество. Если мы покрутим вот этот вентиль, что произойдет? Крутим, крутим, крутим. Я думаю, надо будет быстро вот через него пробегать, иначе он захлопнется. Ну нет. Что это такое? Ага, монтажка. Насколько она быстро бьет? Так, а теперь мотыга. Ну, не знаю, по скорости, в принципе, такое себе, одинаково они, в принципе, действуют. Так, давай мы зажигалочку возьмем. Вот я что думаю. Раз фонаря нету, его забрали просто так. Ни за что, по катсцене. После катсцены его забрали. Темная пещера перед вами изначально называлась пещерой бивня Диюля. В пещере находится самый большой сталагмит во всей Северо-Восточной Америке, который впервые был обнаружен китайскими шахтерами-иммигрантами в 1863 году. Китайские шахтеры считали, что гигантский сталагмит — это огромный бивень, выступающий из Диюля. Диюя, что буквально переводится как «земная тюрьма». И в китайской мифологии считается царством мертвых, отсюда и название Бивень Диюя. Также пещера является постоянным пристанищем для плачущих летучих мышей, редкого вида летучих мышей, обитающих в этом месте. В результате этого местные жители часто называют ее пещерой слез. Ладно, пусть плачут, что. Главное, чтобы меня не грызли. Пещера слез, площадка, станция вагонеток, Сталин-Хилл, Хиллсайд, вокзал, закусочная. А куда конкретно мне надо? Наверное, на станцию вагонеток. На вагонетках куда-нибудь поедем. У нас же прям это локация вся про шахтеров. Так, он опять ходит. Приветствуем в пещере слез. Давай. Все, он убегает опять. Ну ладно. Так, я вообще там не прочитал, что там тетя говорила, ну да ладно. Короче, а что если разбить? Понятно, это бронебойные у нас. Здесь тоже ничего особенного. Пусть он, наверное, там бегает себе. Пока на меня он не прыгает. Мне лучше. Какие-то провода идут к вот в этой будке. Ну, давай зайдем к будке. Подойдем. Туда не очень-то хочется спускаться. Что у меня? Аптечки, что ли, резиновые? Урурурурум.
Ой, здрасте. Какая неожиданная встреча. Тут один и тот же ходит? Давай подеремся, чё. Провокатор, а? Он ко второму меня тащит, не пойму. Ага. Он умрет когда-нибудь? Да, такое случается. Короче, если прямо спамить ударом, лупить его без остановки, то есть шанс, что ты его убьешь. Либо он просто у меня заглючил, и мне повезло. Я не знаю. Давай спустимся вниз, посмотрим, что же это все-таки за провода такие. Они куда-то ведут. Не понимаю, это взрывчатка какая-то или что? Так, но с этим не взаимодействовать никак. Давай, скорее всего, это надо взорвать. Просто идем. Надо срочно найти, как отсюда выбраться. Не переживай, мужчина, сейчас мы все сделаем. Только давай побыстрее. Побыстрее, чтобы меня не сгрызли. Потому что он там прям висит и хрюкает надо мной. Это можно разбить? Да. Здесь мы что найдем? Фонарик. Ну, точнее, это лампа, но мне их не подобрать. Аптечка. То, что надо. Бери. Оп. Так, еще. Что у нас полезного тут можно взять? Молоток. Понятно, нет. Ну. Ой, какие эти страшные товарищи. Такое ощущение, что он сейчас выскочит и начнет меня грызть. Вот это вот что такое? Это отбойник? А им драться можно? Нет. А я бы сейчас посверлил немножко, кстати. Было бы неплохо. Так, прежде чем ломать доски, мы сюда пройти не можем. Да, достаточно. Путь в никуда. Использовать. Что использовать-то? Рановато. Big bada boom. Ладно, взорвали и ладно. Надеюсь, этому длинному тоже досталось. Нет, их теперь двое. Мы, пожалуй, пробежим просто. Мне же в самый низ, там, где взрывчатка была. И я застрял. Быстрее, быстрее, быстрее. Смысл мне? Да, конечно. До свидания, просто до свидания. Ранение. Все. Так бы можно, конечно, было с ними драться там и все такое, теряя аптечки, ругаясь матом и испытывая судьбу на прочность, но зачем? Мобы неудобные, мобы прячутся на потолке. Атаковать явно не торопятся, к тому же их там двое. Никогда не отчаивайся, Мёрф. Ты еще увидишь, что все встанет на свои места. Оглянешься назад, посмеешься над всем, что было, и спросишь себя, как, черт возьми, я смог через все это пройти. Ну да, он прав. Что-то меня то вверх, то вниз катают. Очередной аттракцион. Кстати, давненько не было вот этой черной дыры, которая засасывает. Вон там тетка стоит. Жалко, к ней подобраться нельзя. А что можно взять у него? Крушение поезда в ущелье. 8...
Величавые горы. Автор Даниэль. На скалах высоких под небом лазурным сердце мое осталось лежать. Но очи любимой чистоты изумрудной навечно в памяти будут мерцать. Ведь тени ее этих бронзовых скал на ясных закатах не смогут отнять. Я думаю, тут ключевые есть слова. Это краски. Лазурная краска. Наверное. Изумрудная. Лазурный это у нас синий, да? Изумрудный это зеленый. И бронза. То есть что-то вроде оранжевого, коричневого. Пробуем. Так, тетю контролируем. А у нее, кстати, на руках, я только сейчас заметил. У нее на руках. Ах, как? Они еще и ломать это умеют. Вот мне почему оружия так много давали. Добивай ее. Добивай, а то встанет. Нет, не встанет. Вот мне почему оружия-то так много давали. Оно ломается. Я только сейчас об этом узнал. Давай хоть палку какую возьмем. Потому что была мотыга и все. Похоже на поезд, о котором говорил Сейтер. Ну да. Что-то в этом есть. Это поезд, вагонетка для рабочих. Так. Теперь я на вокзале. Поезд дьявола. Получив шутку названия поезд дьявола от шахтеров, которые здесь... ну это я читал уже. Ничего полезного. Так. Лазуритный зеленый. Попробуем. Лазуритный. Изумрудный. И... медный. И потом какой-то либо D, либо E. Нет. Раз, два, три. Ой. Раз, два, три. И вот так. Тоже нет. Там же еще что-то про сердце говорилось. Подожди, давай-ка почитаем. Где у нас записки? Материалы. На скалах высоких под небом лазурным. То есть синий, зеленый. Сердце мое осталось лежать. На скалах. Это значит серое. Б. Ой, Д. Та-та-та-та-тан. Подожди, нет. Лазурная, изумрудная. Это значит А и Б. Потом бронзовые скалы. Это у нас С. Но С не получается. Раз, два, три. Чего? Как это сработало? Ладно. Просто поехали. Насчет скал, значит. Приветствую вас на борту исторического поезда Шах Ущелья Дьявола с остановками на станции Хиллсайда и пещерах Суеверия. Просьба не высовывать руки и ноги из поезда на протяжении всей поездки. И не вставать с мест, пока поезд полностью не остановится. Несоблюдение правил безопасности может привести к серьезным травмам или смерти. Наслаждайтесь поездкой и просим вас не беспокоить, не включать вспышку при фотографии. Прежде чем стать очаровательным курортным городом, который мы знаем и любим сегодня, Сайлент-Хилл был крупным торговым центром из-за богатых залежей угля и железной руды. Сейчас вы на борту восстановленного шахтового поезда. Изначально он принадлежал компании Coal Iron.
которая первым начала добывать руду в ущелье Дьявола в 1860 году. Это подземная железная дорога, построена для перевозки людей и оборудования. На глубину 1200 метров под землю, что делает ее самой глубокой шахтой для своего времени. Они ближе ко мне. Задолго до обнаружения уголовных пластов ущелья, этот лабиринт из висковых пещер и гротов использовался местными индейскими племенами для религиозных церемоний, особенно как портал в мир духов, и для общения с усопшими предками. А теперь мы спускаемся в пещере суеверия. Место, окутанное тайной и фольклором. Оу, там обезьяны эти висят. Спокойно местной легенде, согласно местной легенде, шахтеры обнаружили таинственные символы, вырезанные в стенах из известнякового грота, что привело к диким слухам о колдовстве и оккультизме. Вскоре после этого серия несчастных случаев и доклада о загадочных существах вынудили компанию приостановить добычу руды на этом участке. Даже в наши дни посетители пещер суеверия отвали. Иногда сообщают, что видят призраков. Я не знаю что. Мне субтитры читать или вырываться, смотреть на чудовищ. Ладно, я нажал. Все. Экскурсия, я думаю, закончена. Она все равно там всякий исторический бред болтает. Ничего интересного. Я лучше хоть посмотрю на окружение. Меня сейчас съедят просто. Ух. А когда мы уже приедем? Не, ну по крайней мере мне не драться с ними надо, ничего. Это те самые плачущие летучие мыши? О, понравилась поездка Мёрфи? Мы назад едем, ничего? То вперед, то назад. Вообще загрузка началась. Очень странно. Какие долгие загрузки, а? Я, кстати, ранен еще немножко, судя по одежде. Надо не забыть этот момент. Лучше аптечки, конечно, поберечь. Пендлтон. О, коп. Она жива. Хорошо. Но я видел, как ты... Руки на стену. Я сказала к стене. Ты не должна так себя вести. Мы должны помогать друг другу. Это место, я не знаю, что это такое или как мы сюда попали, но... Хватит, просто заткнись. Какого? Где ты это взял? Где, черт возьми, ты его взял? Я просто нашел его в этой одежде. Я не... Это что, какая-то идиотская шутка? Нет, клянусь. Я не больше тебя понимаю, что происходит. На колени. Что? На колени, твою мать. Бездушный ублюдок. Ты не заслуживаешь жизни. Ты не достоин ходить по земле, когда хорошие порядочные люди. Я не знаю, кем ты меня считаешь, или что такого я, по-твоему, совершил. Заткнись. Думаешь, это смешно, да? Посмотрим, как ты посмеешься с гребаной пулей в башке. Я не могу. Не могу. Прости. Я не могу этого сделать. Это жетон, наверное, какого-то ее напарника. Но какого точно, непонятно.
По-моему, была только она в автобусе и водитель. Уходи. В смысле, уходи, у тебя пистолет. Чего ты ждешь, твою мать? Оставь меня в покое, черт возьми. Ладно, хорошо. Женщина не в настроении. Мне жаль. Так. Сохранение-то прошло. Но давай-ка мы поищем какое-нибудь оружие. Есть возможность с ней поговорить. Эй, может, если мы держались вместе, то пошел вон. Мисс, мадам, отвали. Думаю, тебе лучше уйти. О, ради бога, оставь меня в покое. Ладно, не хочет, как хочет. Вот так. Оп. Все, тупик. Ладно, пойдем оружие искать, короче говоря, где-нибудь. Тут его, в принципе, довольно-таки много. Правда, разного качества. Ничего такого нужного нет. Ой, это было взять. Что я взял? Палку на палку поменял. Хорошо. Обновились. Обновили гардероб. Да никак. Дальше. Я теперь еще на потолок смотрю, потому что тут могут быть и другие товарищи. Мысли. Электричество. Блин, надо аптечку есть. Он теперь долго бегать будет. Как-то надо это обойти. Да вот, просто, наверное, выключить рубильник, да и все. Скорее всего, монстры повалят. Подожди, я бы какое-нибудь оружие поискал бы тут рядом. Может быть. На тот случай хотя бы, чтобы отбиться как следует. Нет. Из-за электричества вторая дверь не открывается. Возможно, вагонетки тоже уедут. Ладно, включаем. Дверь. И все, да? Только дверь. Где она? Вот тут. Кстати, он иногда так странно в дверных проемах застревает. Туман. Где он? Он запросто может быть сзади. Так. Ну давай аккуратно проберемся. Ощущение, что я куда-то еще не доехал. Где он крушит? Что-то металлическое. Кстати говоря, следующая песня для Мёрфи Педлтона. Потерянный скитающейся души. Не падай духом, бро. И твой приятель диджей Рикс. Запускай музыку, которую полюбите вы все. Можно мне отбойник взять? Мне так будет чуть проще. Даже радио в курсе, то, что я пришел. Подожди. Я еще здесь все не осмотрел. Так, ну там вроде как больше и некуда идти. Что это такое? Карта. Карта чего? Города.
Но, по-моему, не Silent Hill. Не знаю. Карта города, но не похожа на Silent Hill, по-моему. По крайней мере, не классических частей. Что это такое? По-моему, это чуть увереннее, чем палка выглядит. Коротенькое, конечно, оружие, но лучше, чем дерево, по-моему. Выбраться из Silent Hill'а. Так я пришел в Silent Hill или выбрался из него? Это основное задание — выбраться из Silent Hill'а. Я к нему пришел. Один проход, и там второй. Тут же два прохода. Нет, один. О, какой приз. Это про вагонетки мне. Игра сообразила только сейчас меня дать ачивку какую-то глупую. Очередную. Когда мне вернут пистолет и фонарь? Это ж типа канон. Что я взял? Камень. Ну да, камнями мы еще не дрались. Я думал, это можно прочитать. Табличку. Хоть интересно, где я все-таки нахожусь. Это они таким все-таки Silent Hill сделали или нет? Или это пригород Silent Hill'а какой-то? Кстати, вот топор. Потому что рядом надо пробить проход. В машине только подойду посмотреть. Ничего полезного? Ну и ладно. Ключ, кстати, есть. На топор лучше. Топор как-то уверенней. Я тогда больше на викинга похож. Эй-го! Опять сейф. Не знаю, лучше что, лопата или топор. Ну да, прикольно. 6 цифр. Где бы их взять? На стенках. Ладно, может быть, мы чуть дальше эту головоломку решим. Да, мы в классическом Silent Hill'е. Ура! Добрался. Где все? По идее, где-то здесь должен рядом ходить и почтальон, кстати. Было бы странно, если бы они персонажа прописали, но потом больше никогда и не показывали. Ладно, если что, я буду помнить, что здесь у меня топор. Но, по-моему, у палки радиус действия гораздо лучше. Вон там еще труба лежит. Как добраться? Эй. Хочу классическую трубу из Silent Hill'а. Вообще никак? О, можно. Ну-ка. Она, по-моему, чуть лучше. Быстрее удара вроде наносит, чем эта вот ржавая труба. Хотя, по сути, это все трубы. Они как бы одинаково, думаю, должны дамаг наносить. Так, смотрим. Я, значит, вышел через эту дырку. Тут проходов нет. Естественно, закрыто. Карта. Не то. А так. Город только начинается. Но я не думаю, что
Ресурсы консоли позволят прямо все здания открыть, побывать в них. Либо это будет настолько все одинаковое, что прям просто караул. Да к тому же мы же не только по одному городу будем бегать. Мы же еще куда-то пойдем. Это же не единственная локация. Так, там был... Что это такое? Грабли. Мы сюда пройдем? Нет. Сюда? Может, подожди. Или сразу пройти? Ладно, пошли сразу. Главное не потеряться. Тут у нас... Ну, кувалда. Блин, давай попробуем. Вдруг это хорошо. Медленно, конечно. Но у него нету этого выносливости. Была бы выносливость, она бы очень сильно от кувалды расходовалась. Но тут в угоду урона, короче, работаем. Вроде как. Хотя визуально пока что вроде никакой разницы нету, чем ты бьешься. Так, это вниз проход. А это выход отсюда. Так, вот здесь что это такое лежит? Фонарь, который у меня украли. Давай его скорее поставим. Все. Фонарь на месте хотя бы. Уже лучше. Как бы пистолет пистолетом, конечно. Все равно на него патронов тебе никто много не даст. Это же ближнего боя игра, и они всегда такими были. Можно сюда зайти? Или вот, допустим, сюда. Это моя рация сработала. Банша. Ай-яй-яй. Да давай, ты вставай быстрее. Да что происходит? У меня совсем не получается эта боевка. Ну давайте, дотянись до нее. Ой. Раз, два. Раз, два, три. Теперь мой выход. Не знаю, не понимаю эту боевку, как она работает. Меня постоянно бьют. Ну, в принципе, в Homecoming я тоже этот, как он... Ближе к концу игры, наверное, только разобрался с этой боевкой кривой. Тихо. Там же тоже может быть кто-то. Главное, чтобы они не вставали, остальное ладно. Ну, как бы это... Не появлялись заново. Просто кирпич. Понятно. Подожди, я сейчас пока походу все кирпичи не переберу. О. Наконец-то я выбрал нужное. Тут еще можно взять. А, палку. Пум-пум-пум-пум-пум. Что-то меня путают. Подожди.
Кто-то фонарем светит в меня. Меня ищут копы. Там GTA какой-то. GTA Hill. Так, отсюда. Отсюда у нас ходов получается 2. Можно так пройти. Выйти на большую улицу. Можно вот сюда зайти. Давай сюда заглянем. Я думаю, лишним не будет. Дом какой-то. Это я думал, это прожектор фонаря на меня светит, а это молния так сделано. О, еще один фонарь. Это на случай, если ты один потеряешь. Все-таки. Не, ну хотя бы есть фонари. Я думал то, что ты если его возьмешь один раз, то все. Кстати, иногда непонятно, это квестовый предмет или предмет для боя. Все, кстати, я уперся в стенку. Пойдем, наверное, пока по левой стороне. Я тут был или нет? Слушайте, одинаковые домики с одинаковыми дворами. Не знаю, был я тут, не был, непонятно. Ну тут и нет ничего, слава богу. Ну, в смысле, плохо. Так, я вот должен был выйти. Блин, на улице за с поворотом идет. Не знаю, просто пойдем, куда глаза глядят. Главное боевку освоить. Так, вот я тут должен был выйти. Главное боевку освоить. Только не снова. Только не снова чего? Что случилось? Просто дождь? Дождя боится? Можно сюда пойти? Нет. Что это? Топор. Слушай, а прикольно. Мы возьмем его. Я думал, он чуть лучше, чем кувалда. К тому же у нас тут есть доски. Пойдем попробуем еще постучать по ним. Войти. Войти в дом. Там уже закрыто было. Ага. Он незаметно для меня как-то пробрался через вот это вот маленькое окошечко. Кто-то плачет. Сирена. Сирена звук. Исследовать, ну-ка. Потерялась Линдси Джейкобс. Объявлено пропавшей в Бостоне 28 мая. Рост примерно 1,20 метров. Вес 50 килограмм. Черные волосы и карие глаза. Была в красной блузке, в красной юбке. Если вы что-то знаете обо мне, позвоните по номеру, ну, бла-бла-бла. Кто-то зачирикал, заштриховал ей лицо. Ходы тут странные. Ладно, может быть, мы ответ узнаем позже. Прошел я сюда. Вот так.
Когда мне сюда? Ничего не видно. Причем яркость экрана стоит на максимум. Плач. Плач женщины ближе по звуку. Она тут? Ну, тут закрыто. Я не вижу, это замок. Ладно, окей. Пошли дальше, просто наверх. Может быть, что-то должно произойти. Подгрузка жесткая была. Может быть, что-то должно произойти, чтобы открылось. Кажется, это все. Странный дом. Он ручку подергал и теперь работает. Очень странно. Так. Я думаю, что на меня сейчас нападут. Поэтому надо быть готовым. Особенно с учетом того, что как у меня драться получается, лучше, да, быть всегда на чеку. Пистолет. И это взять. Она за бочками. А призрак? Тихо, добиваем. Я не знаю, правда, кого. Надо ее бить. Вторую надо бить. Кажется, это и был ее призрак. Вот в чем задача была. Ой, беда, разрушение. Ладно, я хотя бы пистолет как-то вытащил из игры. Получается, я по катсцене случайно, ну точнее, не зависящей от меня катсцене, я получил, ну, потратил где-то патронов 7 я потерял. Кстати, давай теперь наверх сходим. Возможно, что-то тут открылось. Хотя тут и не было, в принципе, ничего. Блин, может рацию отключить, что-то... Она начинает немножко надоедать. Короче, все, выходим отсюда. Это уже был код. И где его тогда можно узнать? Мне кажется, он где-то на стенках написан. Стенки, личные вещи. Что-то в этом роде. Может быть, даже на какой-нибудь записке. Которую я найду неизвестно когда. Давай еще раз. Я поднимусь, конечно, на второй этаж. Может быть, мне это о чем-то скажет. Нет, вдруг там где-то тоже на стене написан код. Нет, пока ничего не вижу. Где?
может быть записан код. Тут из каких-то выделяющихся предметов это, по-моему, только телевизор. Непонятно. Короче, выходим отсюда. Не знаю я кодов. Подожди. Может быть, здесь что-то еще будет написано. Стоять. А если мы с этой стороны посмотрим? Только с одной можно смотреть? Двадцать 20, 50. А если так? 28, 1. А, 0 нету. Ну, тут тоже много нулей. Не знаю, я код, короче, непонятно. Уходим, что делать? Пошли дальше. Я аж немного потерялся, где я нахожусь вообще. Опа. Бумажечка. Пропал ребенок Чарли Пэдлтон. Местного пропавшего мальчика последний раз видели в начальной школе Робинса. Если у вас есть информация о Чарли Пэдлтоне, просьба немедленно связаться с департаментом полиции Бостона. Тут явно кода нету. Записка обо мне пропавшем, когда я был маленький. Серьезно? Я теперь везде этот код ищу. Я даже не знаю, я уже запутался, в принципе, куда я бежал. Где я был? Где не был? Короче, надо вот так вот во все углы оббежать. И тогда будет понятно, какой только один путь у меня открыт. По идее так. Еще как вариант, можно идти на звук сирены. Кстати, он появляется только тут, походу. Подожди, давай-ка вот мы отсюда выглянем и сходим налево. Мне кажется, по звуку это где-то здесь. Или я тут был, я не понимаю. Ну-ка, если вот мы сюда пройдем. Нет, я, кажется, я там тоже был. Ну-ка, а что если мы, да, вот сюда в тупик сходим, а потом пойдемся до другой улицы.
Здесь просто поворот, да, и ничего интересного. Опа. Попугай. Он живой? Бедный малыш. И чё? Я выпустил птичку, у меня глюки начались. Видения какие-то. Что происходит? Освободить всех птиц. Есть ли поблизости другие птицы? Это побочное задание. В этой части первый раз за всю серию линейки Silent Hill было применено внедрение побочных заданий. Пусть они маленькие, несложные, но иногда, по-моему, за них что-то могут дать полезное. Но далеко не всегда. Некоторые побочные задания просто у тебя отнимают время. 5 птиц надо найти. Добрался до Салент-Хилла. Здесь тихо. Куда все подевались? Нужно найти способ выбраться из города и никогда больше не оглядываться. Хорошая идея. А у меня дом, по-моему, отметился, который сейфом. Только сейчас знак вопроса заметил. Ладно. Кстати, в планах же было... вот сюда идти. Это все так. В планах было идти сюда. Но вот потом... Угу. Тоже тупик. Слушай, ну круг поиска сужается, по-моему. И что-то мне подсказывает, что мне надо на ту сторону. Сейчас сходим. Так, а тупик... Тупик, кстати, не отметился. Давай сходим вот через этот дом. В дом явно не попасть. Значит, пойдем через задний двор. Тут дома очень одинаково сделаны, и ты непонятно, где был, в каком дворе. Постоянно вот забор, лавочка и как бы все. Подсказок по минимуму, кстати. Еще новое оружие. Это палка острая. Так, вот этой острой палкой мы сейчас сюда и заберемся. Я видел подсказку, которая позволяет, рассказала мне о том, что я с такими палками, да, вот так вот могу делать. Я вот не знаю, подожди, как она бьет? Колит. Слушай, да неплохо вроде. Попробуем. Топором я уже пользовался. Он, конечно, хороший, но, по-моему, копье будет тоже неплохо смотреться. Она бьет, потому что по прямой. Подожди. Один. Что значит один? Там какой-то сверток. Я не понимаю, что там внутри. О боже. Зачем вы так со мной поступаете? Да, зачем вы меня вгоняете в непонятное состояние? Я вообще не знаю, что от меня хотят. Просто я иду. Непонятно куда. Непонятно зачем, просто вперед.
исследуя территорию. Кстати, которая довольно-таки не маленькая. С одинаковыми домами. Можно спуститься вниз. Можно... Стой... Подожди ты. Я хочу вылезти отсюда обратно. Посмотрел еще. Убедился, то, что можно лезть. Вот здесь можно спуститься? Все, тогда вопрос исчерпан. Топор. Не, я хочу пикой попробовать подраться. Ну? Сохранение. Ачивка. Я думал, вообще игра повисла. Ладно. Зажигалку можно использовать не только для освещения. Слушай, некоторые подсказки, по-моему, тут полезны. С подходящим оружием Мерфи может добраться до высоко подвешенных лестниц. Ну вот это я уже сделал, кстати. Вы можете находить побочные задания по всему городу. Согласен. Было бы понятно, куда их применять. Пока вот я нашел только кот, одну птицу. И что-то непонятное, по-моему. Отлично. Ну, давай. Это снова Диджей Рикс. Сейчас с одним посланием для нашего мистера популярность, Мерфи Педлтона. Телефон у ВМЛ не терпится поговорить со стариной Мерфи. Что я могу сказать, ребята? Диджей Риксу стоит как-нибудь встретиться с этим парнем и узнать, в чем же его секрет. Я не исключаю, что когда-нибудь мне по радио могут передать какой-нибудь код. Только, наверное, не через музыкальную композицию, а вот именно по голосу диктора. Тут тупик. Кстати, где я нахожусь вообще? В какой части города? Хоть. Ага, мы, походу, пришли в центральный город. Центральная его часть. Внизу, где я бегал, там, скорее всего, чтобы ничего не найти. Хотя, возможно, тут настолько рандомно предметы разбросаны, что придется еще и возвращаться, наверное. Ух. Жутко хлопающие двери. Ничего необычного, цифрок никаких нету. Код от сейфа, допустим. Патроны. Это хорошо. А у меня, кстати, не забрали пистолет-то. 7 из 7 и 10 патронов с собой. Теперь вопрос возникает, конечный ли у меня инвентарь. Ну, типа, сколько патронов я могу с собой таскать? Потому что, насколько мне помнится, серия Silent Hill были ограничены инвентари. Я не хочу туда заходить. Там жуткие шарики летают. Ладно, придется. Я наступил на пищалку. Ну, открыть, допустим. Молоток, нет. Монетки. Можно собрать, наверное. По шарику-то вытряснуть. Умри, шар. Шар не умирает.
Это пока самая необычная комната, которая мне встречалась в этом городе. Я не совсем понимаю, зачем они именно так и сделали. Это как загадка какая-то или что? Красный, синий... Ой, красный, желтый, синий. Красный, желтый, синий. Очень странно. И почитать нечего, да? Ладно, как хотите. Максимально странная комната. Ну и все вроде. Это, скорее всего, родительская. Ну, спальня явно для взрослых. Короче, просто... Подожди. В ванне ничего нет случайно? Понял, принял. Все, выходим. Угу, тут тупик. Я пришел отсюда. Да. Пошли в коридор. Никого нету. В ступеньках. Сбоку. Двери как страшно хлопают. Ну чё, survival horror. Аптечек становится все меньше, врагов все больше и сложнее. Начинаешь немножко побаиваться. Таких хлопков, звуков. Не знаю, наверх мне или вниз. Давай вниз, раз уж начал спускаться. Катсцена. Он тут как тут. Это чертиков меня напугал. Определенно не то, что я хотел. Вижу, ты все еще в городе. Просто не нашел еще выхода. Пока что. Эх. Получаю я четвертак за каждый раз. Да, и что? Ну, скажем так, я бы для начала наконец-то выбросил эту чертову сумку. Слушай, хватит этой чуши. Что это за место? Не уверен, что понимаю вопрос. Это довольно оживленный город. Ты думаешь, эти письма сами себя доставляют? Забудь. Можешь хотя бы сказать, где находится радиостанция? Кто-то звонит, оставляет для меня послание. О, конечно, это такое высокое здание. В центре города, здоровенный мост. С часами наверху. Нетрудно будет найти. Кстати, я тут столкнулся с твоей подругой. Что вообще можно сделать, чтобы настолько взбесить девушку? Она была готова на что угодно. Буду честен, понятия не имею. Сынок, скажу по своему опыту, когда кто-то так злится, это не может быть случайностью. Это что-то очень личное. Он про все про ту девушку полицейского, которая была расстроена. Добраться до радиостанции. Ну, хотя бы ситуация проявилась. Прояснилась. Я теперь знаю хотя бы куда идти. Правда, в упор не вижу, где эта радиостанция. Он говорит, где-то рядом. Большое здание. Единственный выход у меня два. Ну-ка по карте. Оп, оп. Ну-ка увеличить. Кинотеатр. Поле, банк. Станция это где?
Святой монастырь, кладбище, кинотеатр. А где станция? Понятия не имею, где станция это. Говорит, здание с часами. Ну да. Через такие заборы и туман ты точно увидишь и здания, и часы, и все остальное. Инвентарь. Зажигалку. С бензином. Надо что-то с этой бочкой сделать. О, не-не-не. Для этой бочки нужен шланг. Найду я шланг, а дальше что? Наверное, наполнить канистру. Кстати, у нас сюда почтальон ушел. Галерея. И проход. И здание есть какое-нибудь тут? Ничего не вижу. Ладно. Интересно, будет ли больница, которая присуща всем частям Silent Hill'а, наверное. Больница, медсестры, это прям визитная карточка, кстати. Какие-то копы рядом катаются постоянно, но почему я их не вижу? Вот он прям за спиной у меня. Понятно, это альтернативный мир. Ну как бы альтернативный мир в альтернативном мире. То есть когда совсем все плохо и там куча монстров и все стенки красные, вот это альтернативный мир в альтернативном мире. Сейчас в данный момент я нахожусь в мире альтернативном, где у нас ну тут как бы люди-то живут, а я в другой реальности бегаю. Вот в чем дело. Но когда совсем все плохо становится, тогда этот мир наизнанку выворачивается, скажем так. Так, давай еще мы вот вдоль вот этого здания пробежимся. Можно ли сюда зайти или нет? Если нет, тогда просто побежим вдоль дороги. Буду бегать, пока не найду тот самый заветный. Башня с часами. Радиостанция нужна. Причем на карте ее нет. Еще один ребенок пропавший. 6 января 96 год. 11 апреля. 1 метр 27 сантиметров. Глаза карие, цвет кожи белый, возраст 8 лет. Пол женский, вес 22. Ладно, последний раз Ариадну видели 11 апреля, возвращающийся около 14-15 домой из школы Хиллсайда. Ариадна страдает от аутизма и склонна уходить далеко от дома. Зачем ее тогда в школу отправляли, если у нее аутизм и она склонна уходить? Как тогда такой ребенок гуляет один? От автобусной остановки до своего дома она придерживается установленного маршрута, отмеченного цветными ленточками, которые развесила ее мать. Ариадна имеет сильную неприязнь к синему цвету. Были случаи, что она меняла маршрут, чтобы его избежать. Тем, кому что неизвестно, следует позвонить на горячую линию департамента. Это говорит о том, что надо идти по цветным ленточкам, а не по синим. Искать девочку пропавшую. Ну да. Среди этого всего я прям возьму и найду сейчас ленточки. Давай сюда потянем, залезем. Я не знаю зачем, просто так.
Тут очень странно. Тут... О, это отсылка на 4-й Silent Hill. The Room, который... Комната один в один просто. Вот тут дырка была. Генри мог смотреть. Там еще один пистолет, кстати. Я как патроны его забрал. А глазной дверной глазок нельзя посмотреть. Ну, наверное, как и туда пройти во все комнаты нельзя. Это просто комната, как отсылка сделана. Что ж. Если вы застряли с головоломкой, попробуйте на нее взглянуть под другим углом. Да точно. По-моему, пока что, вот, допустим, ну, ты, к примеру, ты находишь сейф. У этого сейфа есть код. Ты хоть засмотреть под разными углами. Ты все равно никогда не найдешь этот код, если не знаешь, ну, как бы, ты никогда его не подберешь. Тут конкретно надо знать комбинацию. Ты кто? Эй, пес, ты кто? Че, помашемся с тобой? Иди сюда, я тебя заколю. Он птицу охраняет. Хрена у него рожа какая. Так, ну ладно, если он убегает. Если он убегает, я просто к нему подходить не буду, это все. Продолжение ролика, кстати. И он испарился. Почти. И вот что-то еще валяется. Это сегодня в выпуске бунт в тюрьме округа Райл привел к 4 погибшим. Да не то. Что там? Полномасштабный бунт в государственной тюрьме округа Райл вчерашним вечером был окончательно взят под контроль, после того, как в тюрьме охранники штурмовали объект с использованием большого количества слезоточивого газа, дубинок и дробовиков. На момент написания статьи сообщалось о 4 погибших, являлись заключенными, имена не разглашаются. После напряженного противостояния с довольно жестокой физической конфронтацией мы смогли восстановить полный контроль над тюрьмой, сказал Глен Милтон. Будьте уверены, мы будем в этом разбираться, выясним, а главное, кто был причиной этого злополучного сбоя в нормальной работе тюрьмы. Несколько охранников во время этого происшествия получили ранения. Один из них серьезный. Их имена также не разглашаются до окончания расследования. Ясно, понятно. Да просто мимо пройдем его, да и все. Драться он особо не хочет, он убегает от меня. Пошел ты тогда. Пусть бегает. Они меня не трогают, а я их не трогаю. Так, вон там можно пройти. Я вот не знаю, стоит ли. Сейчас я вот здесь еще посмотрю что-нибудь. Аптечка. Блин, а по городу прилично аптечек, походу, разбросано. Типа один враг, одна аптечка. Не исключено. Ладно, давай сюда зайдем. Будет плюс-минус безопасно. По крайней мере, тот мужик на меня не нападет. Прям что-то дизельное работает. Походу. Ладно, пойдем сюда. Я как-то гуляю бесцельно просто.
Не наглядишь, может быть, птичек соберем. Пока вообще никакой радиостанции даже и в помине не пахнет. Ленточка. Девочка шла по лентам. Но тут темно. Ну, в смысле, туман. И я выйду, наверное. Да, можно пройти. Хотя давай. Тут что-то все как-то коробками завалено. Не факт, что можно выйти. Инвентарь. Нет. Ты кто? Чел. Проклятый дождь все льет, да? Тут и помереть недолго. Конечно, если бы ты принес мне чего-нибудь поесть, я бы показал тебе другой способ, как обойти весь город. Сохраняй голову сухой. Что скажешь, дружище? Честная сделка, так ведь? Ему надо принести еды, и он покажет. И он подскажет, как отсюда выйти. Возможно... Вон опять кодовый сейф с кодом. Где ж коды-то эти все взять? Можно пройти. Так. Ладно, раз уж начал, просто будем, наверное, исследовать с самого начала. Вот тут мужик стоит. Давай во все двери ломиться. Что это такое взять? А, кирпичи. Кирпичи не нужны. Это два одинаковых прохода. Вот эта дверь работает? Нет. Спасибо. Дальше. Вот тут проход. Это такое ощущение, то, что здесь как бы метро. И я без мужика могу его пройти. Ну, типа, не обязательно ему еду давать. Хотя тут туман. Если я правильно понял, то... Угу. Что-то открывай смелей. Вот оно что. Мужик покажет, как через туман нормально проходить, если я ему еды принесу. Ладно. Цель принял, задачу понял. Надеюсь, мы что-нибудь найдем. И возможно за этим туманом как раз проход к тому самому проход, короче говоря, к этому, к башне радиостанции. Да. Ладно, будем на этом заканчивать эту серию. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.